Приветствую вас, подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам расскажу одну удивительную историю человека, который побывал на других землях и которому затем стерли память. Вы спросите, а как он тогда вспомнил, что он там был? Сейчас вы все поймете. Но хочу сказать сразу, я не уверен в достоверности этой истории, но если есть малейший процент, что это все правда, то это просто шокирует. Я нашел эту статью у автора канала История X. Ссылка на источник будет в описании. Давайте не будем тянуть, я вам озвучу ее, а затем добавлю от себя несколько фактов и выводов обо всем этом. Итак, начнем. В прошлом году в сети активно обсуждались странные фотографии, которые якобы были сделаны за забором Австралии еще в середине 20 века. На них были запечатлены очень странные здания, деревья, животные и даже НЛО. О достоверности этих снимков еще ведутся споры, но недавно эта история получила неожиданное продолжение. Несколько дней назад на зарубежном форуме появилась история, написанная от имени Фредерика Валентича. Мужчина рассказывает, что он вернулся с той стороны забора. Много лет он жил там под другим именем, потому что его воспоминания были изменены. Все эти годы его преследовали странные и порой пугающие сны. И хоть он неоднократно обращался к врачам, пока на нем не использовали гипноз, выяснить причины этих жутких видений не удавалось. Но информация, которую из него вытащили специалисты, шокировала всех. Мое настоящее имя Фредерик Валентич. Мне 64 года. В прошлом я был летчиком ВВС Австралии. Был. Они приказали мне доставить груз на острова Кинг. Это была специально организованная подстава. Я задавал слишком много вопросов. Я хотел, чтобы мне дали допуск к объектам за забором. Пока я летел, откуда-то снизу, скорее всего из-под воды, появился просто невероятно огромный самолет. Когда я его заметил, он набирал высоту. Он выпустил луч света, и мы оба зависли в воздухе. Все это время я разговаривал с диспетчером, а тот задавал одни и те же бессмысленные вопросы. Следующее, что я помню, как ко мне с поздравлениями обращается офицер. Ну что, поздравляю, твой самолет затонул в океане, а твои родственники будут считать себя без вести пропавшим до конца дней. Зато ты попал куда хотел, сказал он. Это была военная база, каких я никогда не видел. Китайская стена по сравнению с забором, окружающим нас, это просто изделие в песочнице. Внутри множество павильонов. НАСА, Китай, Москва и другие. Под каждую задачу свое задание. Я был только в одном из них. Я видел, как они снимают поддельные высадки на Марс и Луну, как играются с игрушечными машинками и снимают это на видео, выдавая за исследования других планет. Здесь очень много одинаковых людей. Некоторые один в один выглядят как президенты и знаменитости. Они занимаются обычными делами, но в них уже установлена программа. В нужный момент они начнут себя вести так, как нужно кому-то сверху. Меня обучили управлением новым видом летательного аппарата. На обычных самолетах летать в этом месте небезопасно. Даже насекомое этих земель может нанести непоправимый вред самолету. Поэтому здесь летают только на специально оборудованной технике. Она значительно крепче, быстрее и может подниматься на запредельные высоты. Я только и занимаюсь тем, что доставляю груз по одному маршруту. Несмотря на огромные скорости, полеты занимают несколько часов. Я не так себе все представлял. Я надеялся, что будет хоть какая-то свобода, что я буду знать правду, буду изучать причудливых животных, но они оказались чрезвычайно опасны. У них есть разум, и они агрессивны. Они заманивают солдат в ловушки, пользуясь неизвестными технологиями. Я даже не уверен, кто кого изучает. Прошли года, у меня развилась какая-то клаустрофобия от всей этой ежедневной рутины. Я начал своевольничать. И это не нравилось начальству. В итоге меня увольняют, предварительно изменив память. Прошли года, я уже не сомневался в том, что я какой-то сумасшедший. Но потом мне попались те фотографии, и я словно остолбенел. Словно кто-то зарисовал мои сны. Мне даже показалось, что я нахожусь в каком-то шоу Трумана. Но правда оказалась еще печальнее. А теперь давайте подведем выводы. Многие из вас, а точнее большинство, не верят во все эти теории заговора, так как им не хватает достаточного количества фактов. Но если даже предположить, что лишь малая часть этих теорий верна, и кто-то из них рассказал нам реальную историю, мы не можем быть абсолютно уверены, что все это бред. Я задумался и понял, как на самом деле функционирует мировое правительство. Они, возможно, не скрывают от нас все подробности,
а делают свои действия открытыми и на виду у общества. Они осознали, что не нужно тратить усилия и время на тайное сокрытие информации, поскольку они могут контролировать нас по-другому. Возможно, они предоставили нам различные технологии, такие как нейросети, интернет и многое другое. А мы, люди, просто схавали эту информацию. Они также создали систему денег. И теперь мы настолько озабочены этими деньгами, что готовы совершать любые поступки. Даже лживые истории ради лайков в интернете. Все это играет на руку тем, кто контролирует наше общество. Теперь становится трудно отличить правду от лжи. И кто в этом виноват? Может показаться, что виноваты они, именно те, кто контролирует нас. Но на самом деле, они просто предоставили нам инструменты, а мы, люди, используем их в ущерб сами себе. Представьте, что произойдет, если мы станем честными друг с другом и перестанем питать интерес ко всем этим манипуляциям. Какой потенциал откроется перед нами, если будем стремиться к истине и благоприятному будущему? Теперь послушайте эту речь, которую можно сравнить с реальной речью дьявола, распространяющейся по интернету. Предположим, что они действительно говорят нам об этом прямо и даже дают нам подсказки. Но как люди, мы часто не воспринимаем это всерьез и просто рассматриваем это как развлечение. Тысячи лет я устраивал войны, насылал голод, болезни, бедствия, в общем, выполнял свою работу качественно. Пока не понял, что все это полумеры, обычные смертные печали, которые вы слишком быстро забываете. А знаете, почему я решил все изменить? Ребенок. Все изменил обычный ребенок. Я увидел и осознал элементарную вещь. Отними у ребенка что-то и получишь конфликт. Но дай, и он будет счастлив и захочет еще. Элементарная мысль помогла мне сделать человека рабом вещей. Отнимать у вас дом, семью, детей. Да, я мог, да и так и делал, но это оказалось недостаточно эффективно. Ну вот, давать что-то — совершенное оружие, против которого вы так и не смогли ничего придумать. Вещи. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Новый телефон, модные джинсы, новая машина и все. Ради этого вы готовы сломать себе хребет, но он у вас слишком тонкий. Да, вы готовы удивлять даже меня. Вы уничтожаете себя сами, это прекрасно. В какой вселенной существа пожирают друг друга из-за побрякушки? Семьи разваливаются из-за недостатка вещей в шкафу. Или сын ненавидит тех, кто дал ему жизнь, просто потому, что не получил денег на новую приставку. Да. А теперь представьте свою жизнь без мобильных телефонов, без компьютера, без новой машины, и вы поймете, о чем я. Человек слишком глубоко увяз в моей системе, и эта система совершенна. Она стала моим лучшим проектом и последним пристанищем для вас. Только вот Вселенная требует гармонии. Если где-то слишком много темноты, она должна быть уравновешена. Что ж, теперь мне придется уйти, я победил. Я больше не нужен. Так бывает. Я ухожу, но моя сущность остается с вами. Спасибо вам за это. Вообще, к чему я это? Считайте это прощанием. Да, и у меня есть еще одна просьба. Пожалуйста, ничего не меняйте. Не надо. Мы тут просто поспорили с одним парнем. Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. А у меня есть еще для вас очень-очень много интересных проектов. Увидимся. Ну или нет.
224 листа подшито в общую папку, которые и по сей день находятся под грифом «Совершенно секретно». Там есть много чего интересного. О том, как всем известный контр-адмирал Бёрд совершал свою экспедицию «Высокий прыжок», и как всю его армию разгромили на 2 десятках летающих тарелок. Там говорится об атлантах, как они жили, чем занимались. Все подтверждено археологическими находками. О пирамидах, о том, в чем заключалась истинная цель их строений. И, конечно же, о гигантах. Я уже опубликовал все 224 листа, весь архив в свой телеграм-канал. Переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и смотрите.